Абхазии тоже дубак. Тоже, да? У нас тоже градуса 2, наверное, дожди холодные. Серьезно? Конечно. Ну, Абхазия это нормальная температура, зимой здесь холодно. О, я думал, там субтропики прям. Не, ну субтропики, но зимой, вот с ноября месяца до апреля где-то так вот прохладно. Ну там бывает просто поднимается, 15 градусов бывает там. Но обычно так вот в среднем 2-10, от 2 до 10 градусов колеблется вот так вот. Балабанта прислал видео, рекордная температура, 48 градусов в Томске. Мороза? Да, он там выскакивал, снегом обтирался. Сейчас вот 48? Ну, сейчас буквально 3 дня назад где-то. Ничего себе. Это реально рекорд, потому что мы там книги распространяли в 92 году. Такого реально не было. 35, 30, там еще нормально. Ну. Сейчас Махараджем звякнем. Появился? Нет, звонится. Oh, yes. Дандават. Dandavat, Govinda, Govinda, Дандават, Govinda. Махарадж, дандаваты. Jai Shri Gurudev, Jai Shri Guru Maharaj, Dandavat Pranam Maharaj, assembled devotees, Vanchakalpatrubhis cha Kripasudhya Evta, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Джай, Шрила Бхактирадж Мадхусудан Махарадж ки джай. Jai. Evan Rishikesh Maharaj ki jai. Гурудев ки джай. Джай, всем преданным ки джай. I see your temple is so opulent, you have solid gold doors on the temple. Amazing. Марадж, храм выглядит очень богато. Похоже, что двери сделаны из чистого золота. We heard in a class of Goswami Maharaj recently about the opulence of the previous ages and about how it would have gold and solid golden plates for the offerings to the Lord during sacrifice. Недавно слышали лекцию Госвами Махараджа. Он в лекции упомянул, что в прошлые века, в Сати-Югу, например, Господу предлагалось все на золотых подносах, золотых тарелках. And that they would be used only once, discarded, and then the next time solid gold plate again used. Харе Кришна. И хотелось бы еще отметить, что эта золотая посуда была одноразового использования. Поэтому, предложив однажды, ее выбрасывали и как бы другую посуду для Господа готовили. However, there's some good news, Maharaj. You can be even more opulent than the Satya Yuga solid golden plates. Но у меня есть хорошие новости для тебя, Махарадж. Ты, на самом деле, твой храм может быть гораздо более богатым, если сравнить его с этими золотыми тарелками и подносами Сати-Юги. Because one of our reliable sannyasis, he gave a quotation about the description of the different quality of plates to be used, and the topmost quality was banana leaf plate, and then was a golden plate. И один из наших саньяси, довольно авторитетная личность, объяснил классификацию различных подносов и чашек, материалов для их изготовления. И самым крутым материалом, самым хорошим материалом считается банановый лист. После бананового листа идет золото, после золота идет серебро и так далее. But I think it would be misuse of that quote to start making the doors for the temple out of banana leaves. Но естественно, что не стоит буквально следовать этому совету и начать делать двери храмовые из банановых листьев. Hare Krishna. Hare Krishna. And you're in Abkhazia, you've got lots of banana trees there. Really? There are banana trees? I think so. It Махарадж seems. говорит, у вас в Абхазии есть банановые деревья, да? Да. И плоды приносят? Ну, мы делаем из них
только они зеленые и маленькие. Сабжи, горечь делаем из них. Вот бывает цветки тушим. Ну, они просто не как там вот блюдо, как это, мучаганда, да, там выбирают цветочки, а мы просто его очищаем, этот цветок большой, просто рубим, ну и жарим там, тушим, что-то делаем. Well, I just asked if they bring any fruits, and Maharaj said yes, but they're quite small, so they're not really ripened, like becoming yellow, like the conventional bananas. So they use them for sabjis, they use some for condiments, and then they make some kind of a salad out of banana flowers. And the leaves presumably are there. That's the more than golden part when they use for the plate. И листья, Махарадж, листья гораздо более ценнее золота, когда их используют для предложений, как тарелки, для подноса для предложений Господу. Так что учтите. And Maharaj, when I was young, then one of my services would be to get the banana leaf plates for the devotees at lunchtime. So we see how many devotees are there. Then we go quickly out the back. Then with the machete, we're cutting the nice leaves, then slicing them, washing them in the bucket at the hand pump outside Gurudev's room, and then putting them out. A happy service, Maharaj. И когда я был молод, я готовил банановые тарелки для преданных, банановые подносы для преданных. Когда преданные приходили, мы подсчитывали, потом мы брали мачете, шли за храм, там у нас росли бананы, мы рубили листья, потом мыли их у колонки и сушили, и раздавали всем преданным для того, чтобы они могли просад принять. Мы иногда делаем так, то есть когда приходят какие-то гости такие, там из Искон, допустим, вот приходила группа Искон летом, вот мы тоже банановые листья резали и раздавали просад на банановых листьях. А сейчас... For some events, Maharaj, when some guests are coming, like Iskon devotees, they came this summer, so Maharaj prepared the banana leaf plates for them. So some occasions they use it. Вот, ну, you can just explain that you would have given them golden plates, but we wanted to give you the best, so we're giving you banana leaf plates. В следующий раз, когда они придут, изменитесь перед ними, скажите, что на самом деле мы хотели вам золотые подносы дать, но потом подумали, что жидиться, и решили предложить нечто гораздо более ценное, банановые листья. Хорошо. And Maharaj, I think Paramananda knows, but Maharaj, you may not know that Srila Gurudev, he maintained 365 banana trees, one for every day of the year. И на самом деле Гурудев, у него было 365 банановых деревьев. Он их постоянно поддерживал, чтобы был именно такой номер, одно банановое дерево в день, чтобы его можно было использовать на тарелке и так далее. And that time around Govinda Kund was many banana trees behind Gurudev's house. And when you look at his house, to the left, banana trees. Along the wall, the perimeter wall that goes to the Goshala, banana trees. Many banana trees. И в ранние времена, помнишь, когда Говинда Кунда еще не обратили, не сделали ступеньки, там была большая банановая роща вокруг Говинда Кунды. А также сзади, если посмотреть на веранду Гурудева, то слева всегда были бананы. Все помним это. А также вокруг, точнее, по забору всегда были посажены банановые деревья. Hare Krishna. Jai Shri Chaitanya Saraswati Master of Guru Maharaj and Gurudev Ki Jai. Jai. But we are not sentimental. Yes, we are sentimental, okay. But we are sentimental and we are realistic for the present. Ну, мы не сентименталисты, хотя, если честно сказать, что мы сентименталисты, но, тем не менее, мы все-таки в какой-то степени реалисты и смотрим на сегодняшний день. We want to keep the past along with the present and take it into the future. Мы хотим помнить о прошлом, но не забывать о настоящем, а также взять то, что было, наш прошлый опыт в будущее. We cannot deny the sweet life that Guru Maharaj and Gurudev gave us, that example of actually sweet ashram life in Chaitanya Saraswati Math. И мы не можем отказаться от этого опыта. Мы всегда будем помнить этот сладкий опыт жизни в Брахмачаре Ашраме
в Шичитане Сарасвати на Вадвипе. Hare Krishna, and we want to help that to be present in all of the ashrams around the world as far as possible. I think they're frozen, Maharaj. Colder there than we thought. He actually said it's cold now. Все, мы переключились на другой Wi-Fi. Окей. Мадхусудан Махарадж сказал, что он слуга преданный, пожалуйста, занимайте его. Как он может послужить вам сегодня? Харе Кришна. Ну, вчера был день... Махарадж, у вас картинка замерзла, то есть мы вас очень хорошо слышим, но не видим. Может быть, просто выключить камеру и включить снова. Камеру просто. Картинка замерзла. Угу. Включилась? Окей, да, все прекрасно. Ага. Хорошо. Вчера был день ухода Шрипады Вайшнава Махараджа. Может быть, Махарадж расскажет что-то об этой личности, о том, как вчера, может быть, праздновали в Италии этот день. Поскольку, Maharaj, because yesterday was the disappearance of Srila Vaishnava Maharaj, maybe you can say a few words, or maybe you can tell the devotees how did you celebrate it that day, how you remembered Vaishnava Maharaj. Actually, we had an all-day remembrance of Vaishnava Maharaj Day, starting here, starting 4 a.m. with our devotees on the back to basics. На самом деле у нас был целый день, посвященный пометованию Вайшнава Махараджа. Мы начали с программы, Zoom-программы Back to Basics, которую Махарадж регулярно проводит с 4 часов утра. And then on Facebook and on Instagram and the morning, that 6 o'clock, yeah, 4 o'clock, 6 o'clock, all right, yes, and then the morning program here, and then we joined in belatedly the morning program with Paramanandai Prabhu and other devotees there in Chiang Mai. И потом была утренняя программа, опять-таки, посвященная пометованию Вайшнава Махараджа в Италии. Потом они присоединились к нашей программе, которую мы проводили в Чангмае. And in the afternoon, I went walking after our lunch here. Here is 1:30 p.m. when it was beginning the 7:30 program in Chiang Mai. And good program with Avadut Maharaj leading the program, and very nice program, dignified program. Nicely presenting the glories of Shruta Shava Prabhu, Vaishnava Maharaj. И после этого в 7:30 мы присоединились к вечерней программе в Чангмае, которая на самом деле была очень хорошая, и слава Шрила Вайшнава Махараджа была представлена надлежащим образом. Там был Авадут Махарадж, Калачан Прабху и другие преданные. And then in our evening program here, talking about Vaishnava Maharaj. So you're asking me, how did we celebrate? I'm just letting you know that we actually were very Vaishnava Maharaj conscious. Мы на самом деле весь день, в нашем сознании весь день присутствовал Вайшнав Махарадж. Actually, I was not very Vaishnava Maharaj conscious. I was very Shruta Shava conscious. Because I never met him as Vaishnava Maharaj. Я хотел бы заметить, что на самом деле я был в большей степени Шруда Шава Прабху, сознание Шруда Шава Прабху, потому что на самом деле я никогда не встречался с ним после принятия саньясы. And the first time that I met him may have been his first time to come to Chaitanya Saraswat Mat. May have been. It felt like
it was his first time, but it may have been his second time, I do not know. And my service was to welcome him and serve prasadam to him. We kept prasadam for him. He came in the afternoon. И моя первая встреча с ним, скорее всего, была в первый день, может быть, во второй день, после того, как он пришел в Бат первый раз. И мое служение было встретить его и накормить его просадом. And quite possibly, I went running out to the back to cut a banana leaf for him also. I mean, certainly I served him prasadam and probably gave him a banana leaf. И вполне возможно, что именно тогда мне пришлось пойти взять несколько листов банана для того, чтобы сделать тарелку для Шуташрау Прабху. That would be 1986, probably. Это, скорее всего, было в 1986 году. But maybe 85, I cannot say. Может быть, в 85. You met him also, Maharaj. You tell me your impression of our dear Shrutashrava Prabhu. You tell me your impression, Maharaj. Something from yourself. Махарадж, может быть, ты расскажешь, ты ведь встречался с ним. Какое у тебя было впечатление от встречи с ним? Ну, мне не посчастливилось прям лично с ним общаться. Очень так всегда коротко. Но обычно запоминались моменты, когда я помню, был старшим по кухне. Вот, ну, меня везде старшим называли, и на Кисельном, когда в Лахту приезжали, там тоже. И мы как бы готовили, раздавали просад. И вот обычно вот тогда встречались, Шруташрава Прабху приходил, ждал в общей очереди всегда, вот стоял, когда просад, там, в Лахте там, ну, такая раздача просада не как в Индии ходит, а в очереди стоят, потом накладывают тарелки. И вот мы, так сказать, знакомились на таком уровне, то есть обменивались какими-то такими фразами. Вот. Ну, так вот, чтобы лично общаться, нет, на лекции посещали, когда Шруташрава Прабху давал лекции. Ну, мы как бы были молодыми преданными, так сказать, только пришли в миссию. Там 2000, 2001, 2005 год, 2006, 2007. Вот, ну, в общем, ну, больше на фестивалях вот так вот, ну, как бы больше в официальной как бы обстановке. Так, чтобы лично вот, ну, не посчастливилось. Maharaj is saying that he haven't really had so much association with Shrutashrava Prabhu. He was in charge of kitchen and Kiselna and Lakhta, and then sometimes they would meet during the prasadam distribution. And Shrutashrava Prabhu will be just standing in the line waiting for prasadam to be served, and they would exchange few words. And then later on, of course, he attended some of Shrutashrava Prabhu's talks, and year after year, he would see him for a short period of time, but he never really had any substantial exchange with Shrutashrava Prabhu. Okay. And one thing yesterday I can say, and I noticed this in myself yesterday, when after listening to the evening program in Chiang Mai, so here when that ended it was 1:30, but like 3:30 p.m. or something like that. Anyhow, I was out walking in some small mountains and the forests nearby. And actually I noticed when it finished and I took out the earphones, then I'm going along and I thought, oh, I feel very pure. Just having heard the glorification of the Vaishnavas. I mean, for me to feel pure, you know, that's a crazy thing to say. But I mean, really it felt like I had a bath or something inside. Хотел бы отметить для себя, поскольку я в то время был на прогулке, когда слушал вечернюю программу, и услышав прославление вайшнавов, я просто почувствовал себя чистым. На самом деле для меня это очень редко, когда я чувствую себя чистым, но в тот момент, когда я снял наушники, я ощутил себя очищенным, просто слушая прославление вайшнавов. And really I thought, this is what Gurudev wants us to do, to glorify the Vaishnavas, to hear glorification of the Vaishnavas. And this way, why do they want us to do it? Because it's part of the very process of our life. This is how we are to associate with each other and our family.
Это то, что если бы Гурдев увидел это, как мы прославляем вайшнав, он был бы очень рад, потому что это является основной частью нашего процесса прославления вайшнавов. Это то, как мы общаемся с друг другом. Мы ценим друг друга, стараемся ценить друг друга. Actually, when that program finished, Rai Kishori called, so we had another 2 hours. So I went to sleep like 1 a.m., 1:30 a.m. after midnight. Sudarshan joined and Keshavananda was online on Skype. Jai. После этой программы мы также позвонили преданные из американского нашего центра Солт Лейк Сити, и мы еще провели 2 часа, как бы я уже лег спать, когда было 1:30 ночи. Спонтанно все еще произошло. Yeah, they will be very more familiar than myself. They'll be directly familiar with many of the American pastimes, as it were, of Shuta Prabhu. The things he did there and the people. Anyway, the things he did there. As it happened, Maharaj, not really. Very few interactions. Oh, really? Yeah, I was surprised, actually. На самом деле, Махарадж думал, что поскольку они американские преданные, что вполне возможно, у них было больше общения с Шрилой Прабху, но как оказалось, что на самом деле у них тоже было небольшое общение, небольшой опыт общения. Он приехал несколько раз в их место, как бы они, может, приезжали в Сокхел Ашрам несколько раз. Hare Krishna. And Maharaj, just one thing, he was one of the, if not the most, loved preacher from outside of Russia, who was coming to Russia. I'm not sure if you know about it. Well, I know that wherever he went, and the devotees, when we go there, the devotees always very fondly mentioning of his being there, so we can guess it. Я просто отметил, что в действительности Шрила Прабху был практически наилюбимейшим проповедником, который приезжал как бы не из России, то есть он был не русский, как говорится, ездил, проповедовал по всей России, и преданные его очень любили. Hare Krishna. I heard for the first time some of the pastimes yesterday in Avadut Maharaj's presentation of Shruta Prabhu, preaching to the Gunda department in some town in Siberia. Yes, the Urals. Yeah. Я слышал эту историю, как он проповедовал о преступниках в каком-то Бердске, по-моему, Бердск, это Урал. Где-то север, да. Север России. Yes. Я слышал истории, даже не то, что история, а просто впечатление. Ну, такой Махарадж, наверное, тоже знает, Матрея Риши у нас есть такой. Он раньше был водителем Махавира Махараджа. Вот. И они, когда возили Шуташрау Прабху по таким там Ижевск, ну, такие города, там Балакова, ну, по Поволжскому краю. И Матрея Риша, он говорит, ну, Шрила его очень любил, потому что он был тоже водителем, и они постоянно на этой почве там общались. Как имя предал Атрея Риши? Матрея Риши. Атрея Риши. Майтрея. Атрея Риши. Майтрея. Майтрея, I know, from Donetsk maybe. Yes. He was the driver of Shuddha Prabhu, and Shuddha Prabhu loved being in a car with him because he just loved driving and moving from one town to another town, doing some preaching programs. And he's a fast driver too, and he's the one that has the machine on the dashboard that tells where the radar is. So he goes fast, and then he's as good as gold with a halo showing on his head when he's going past these radar traps. And then he's zooming off again. На самом деле очень быстрый шофер, любит очень быстро ездить, и у него там специальный радар, который засекает полицию, и как только он видит, что там полицейский как бы пост, он сбавляет скорость, и как только он проезжает, начинает снова ехать быстро. So I can guess Shruta was happy to be in the car with him. He has a little bit of a rebel nature in him. Шудашау был очень счастлив, наверное, быть в машине вместе с ним. Да, вот они были как это, они похожи чем-то внешне. They even look similar.
My friend Srila both Prabhu. strong, right? They're both strong and stand up for their rights. A little mean looking when they needed to be. Yes. Anyhow, Maharaj, there was one story that I remember when Srila Gurudev put Srila Prabhu to the test. Please tell, please share. Anyhow, just to make it short, basically what happened is Gurudev arranged everything in such a way so that we left the hospital and left everybody behind. So the whole entourage was just left behind. And suddenly Gurudev said, let's go, Prabhu, let's go. We have to leave now. And I just followed Gurudev, so we get in the car. And Srila Shah was, pushing Gurudev's wheelchair. We suddenly getting in the car and say, how about that? Gurudev said, no, let's go, quick. So we just left. And everybody was just left behind. I had to take a taxi. And I was a little bit perplexed what was going on. And then Srila Gurudev, when we got on tollway, Gurudev said to Srila Shah, drive, Prabhu. It was the BMW, and Gurudev wanted to see how fast this car can go. And they went 200 till the car started shaking, and then Gurudev said, okay, now you can slow down. So однажды мы были в госпитале, и обычно с Гурудевом была большая группа людей всегда, сопровождающих. И тут Гурудев вдруг внезапно позвал меня и сказал, так, Прабху, мы срочно уезжаем. Я говорю, Гурудев, а как же остальные? Нет, нету времени, уходим. И тогда Шудашава на коляске, была такая инвалидная коляска, которую Гурудев использовал в госпитале, он его выкатил, мы быстро сели в машину, и я спрашиваю Гурудева, а как же остальные? Говорят, нет, на это нет времени сейчас, Я не понимал вообще, о чем идет речь, собственно говоря. И мы начали ехать. Как только мы въехали на tollway, где можно разогнаться, Гурудев посмотрел на Шудашаву и сказал, говорит, Прабху, дави на педаль. Оказалось, что Гурудев хотел посмотреть, это была новая машина BMW, он хотел посмотреть, насколько быстро она может поехать. И, естественно, Шудашава Прабху был очень счастлив показать Гурудеву, продемонстрировать ему возможности автомобиля. И Гурудев сказал, что можно уже сбавить скорость, когда мы достигли 200 километров. Естественно, это был пустой хайвей, никого там не подвергали никого опасности. Вообще пустой не было автомобилей. And in summary, we can say that Sruta Shava Prabhu, he brought much happiness and relief to Gurudev. So this is very valuable. In whatever way it is done, whoever can do this, that is very valuable. И хотелось бы отметить, что на самом деле Шудашава Прабху, он принес очень много счастья, много удовольствия, удовлетворения Шрила Гурудева. Каким бы образом это ни происходило, факт был в том, что Гурудев всегда был очень рад и был доволен находиться в его компании. And we can list, events that took place, but just to know that like a dear devotee, then this is like everything we need to know. Это на самом деле очень много историй, много случаев мы можем рассказать, но самое важное, что нам стоит знать об этом, это то, что он был очень дорог Шриле Гурудеву. Hare Krishna. And as we heard yesterday, a little reminder that not only Shrutashava Vaishnava Maharaj, but also Yudamanyu Prabhu and Parvat Maharaj and I forget who else. Siddhanti Maharaj, Shabdev Prabhu, Ramai Prabhu, like a whole list of our dear family. They've already passed on, and this is the nature of this world. It's just another reminder. И на самом деле существует очень много преданных, которые всегда были очень дороги Гурудеву, такие как Парват Махарадж, Сиддханти Махарадж, Рамай Прабху, который был пуджари в Соколе, который недавно оставил этот мир, Ришабхадев Прабху, который оставил этот мир в 2000 году, и другие, многие другие преданные. Это напоминает нам о природе этого мира, то, что в один день мы его оставим. Но как факт были и есть преданные до сих пор, которые были всегда очень дороги Шриле Гурудеву. Well, there are some devotees who are still living, Maharaj, and they were very dear to Srila Govinda Maharaj. Yeah, we're happy to be. I know one right in front of us. With them, Paramanandai. Я напомню Махараджу, что до сих пор существуют преданные, которые до сих пор живы, преданные, которые были очень дороги Говинда Махараджу, и сказал, что прямо сейчас я смотрю на одного. Hare Krishna.
Махарадж, есть ли еще вопросы? Может, преданных, может быть. Часто был в Ярославле. Наната, наша бабушка, говорит, что часто Шуташрава Прабху был в Ярославле. В Ярославле был, он очень часто проводили на Махату с ним проповеднические программы с ним были, когда он был Шроташравой и уже когда принят саньясу. То есть мы его очень хорошо знали. Well, in Yaroslavl, да? Да. In Yaroslavl, Sridhar Prabhu, he visited several times and they would do Namahata programs and also some public programs. So Navaratna Didi, she remembers him quite well. Jai. Everybody who met him, I think, remembers him. Either they remember him or they didn't meet him. Вот я хотел бы отметить, что все, кто встречался со Шридхар Прабху, навсегда его бы запомнили. А если кто-то его не запомнил, значит, они с ним никогда не встречались. Nobody can say, oh, I'm not sure if I met him. Either you did or you didn't. Никто не может сказать, может быть, я с ним встречался, может быть, нет. Такого ответа не может быть. Если вы с ним встречались, то вы никогда его не забыли. Однажды в Лахте я по дичайности одела его, сандали побежала за Гурудевом. А вот вхожу в храм, вижу, Шроташрава ищет что-то глазами. А потом показывает на мои ноги и говорит, вот, нет, my shoes. Я извиняюсь, я просто не ожидала, что это его. Извиняюсь, а он говорит, ты уж мой друг. Well, once in Lakta, Navaratna Didi by mistake took Shridhar Prabhu's shoes. And then she saw him looking for something right in the front of the temple where all the shoes were. And he was looking and looking and looking. She was just standing there looking at him and wondering what is he looking for. And then he looked at her and she said, oh, here are my shoes. So she was a little bit embarrassed about it. But you survived. Но, как бы, Наваратна Диди, вам повезло, зная Шридхар Прабху. Hare Krishna. Yes, Maharaj, and it is a fact. Shridhar Prabhu, he passed away now, we know that. But we were very happy in his lifetime, hearing his glorification from Gurudev. And we are happy to hear in the lifetime of the devotees their glorification, not to wait until the devotees leave this world. И хотел бы подчеркнуть, что действительно мы знали Шридхар Прабху, и мы также слышали его славу от самого Шрилы Гурудева, поэтому не стоит ждать, пока вайшнавы уйдут из этого мира. Мы можем как бы прославлять и воспевать их славу уже сейчас, когда они еще присутствуют. Нужно помнить об этом. And Maharaj, you know, this is the principle which was behind the Ishta Gostis that Guru Maharaj organized, that Gurudev continued, that we continued for him in Navadip. И это был основной принцип Ишта Гоштхи, который мы проводили в Навадвипу. Вначале мы всегда прославляли преданных. The devotees come together and praise each other so that their good qualities are shown in public, declared, glorified. Преданные собирались и начинали начали прославлять качества друг друга, чтобы все могли услышать и об их квалификации, и об их служении. And it is a good thing to do. Maybe you do that already in the temple there, but it is very, like I told about yesterday, how I felt like I'd had a bath. I was cleansed after hearing the glories of Vaishnava Maharaj, like all day long practically. But like this, after the Ishtagoshtis, we feel very clean and happy. И, может быть, вы уже в Абхазии так и делаете, вы же проводите Иштагошти, да? Ну, Махарадж. может быть, не в таком виде. Вот. Но иногда собираемся, общаемся. Вот. Но сейчас вы знаете, какие традиционные Иштагошти должны быть в Шри Чайтанья Сарасвати Мат.
потому что после такого собрания мы будем себя ощущать очищенными, потому что у нас появится возможность сначала, до, как говорится, местных разборок, мы сначала прославим друг друга, прославим всех вайшнавов, которые отметим их служение, а потом уже будем по мелочам жизненным говорить. Well, Maharaj, Rishikesh Maharaj commented that they haven't done it in the same format. So I just said that now you know how to do it properly according to Sri Chaitanya Saraswati Math style. Well, Maharaj, if you like to know, I mean, the format was the devotees come together, everyone's giving obeisances together, and of course, Jai to Gurudev and Guru Maharaj. And then the beginning of the Ishtagoshti is that giving recognition for the seva that devotees have done, and then with that also giving some glorification of the capacity of the different devotees who are doing seva. Что, Махарадж, по деталям, если ты хочешь узнать, как детально проводятся Иштагошки, преданные, естественно, собираются. Сначала они все предлагают поклоны друг другу, они предлагают, как говорится, поклоны Гуру Махараджи, Гурудеву, прославляют их. И после этого ведущие Иштагошки начинают рассказывать о том служении, которое совершили различные присутствующие преданные. И в процессе описания этого служения автоматически прославляются их качества. То есть насколько они квалифицированы. Это происходит автоматически. And maybe I would get it started, but then it would be to ask the devotees, what service have you seen the other devotees doing that we've not covered? So we would start it, but it wasn't like one person is going to say, oh, I've seen everything and know everything. But then you see the sharing, and then you get devotees sharing very sweetly. It opens up very sweetly the qualities in others and the service that is being done. И на самом деле, ведущий открывает эту программу, открывает Иштагошки, и после этого можно спросить преданных, замечаете ли вы, каким служением занимаются другие преданные? Таким образом появляется вот этот взаимообмен между различными преданными. Не так, что один человек постоянно, как лидер, ведет эту программу, и он все знает, потому что все знать невозможно, и через других преданных мы сможем на самом деле увидеть, чем занимаются друг друг, насколько у них квалификация. I see devotees are very happy there on the background, Maharaj. Well, Rishikesh Maharaj, поскольку преданные, я прям сзади вижу, они прям подпрыгивают от удовольствия, я думаю, тебе нужно этот формат будет перенять на Иштагошти. Still more things to follow. So this is like the beginning. Okay, это на самом деле начало, это только начало. Я хотел бы объяснить, как дальше еще проходит. And then we ask to the devotees, what seva have you seen needs to be done, or anything that needs to be addressed? So this way, because more eyes see things and they understand, oh, this needs to be done. So then it's an opportunity for devotees to give their suggestions of what will be helpful, will be good. И после этого мы задаем вопрос всем преданным. Как вы думаете, дорогие преданные, какое служение нужно еще сделать? Что нам не хватает? Что бы вам хотелось, чтобы мы сделали? Таким образом, мы обсуждаем различные возможности служения, где нужно что-то добавить, что-то сделать и так далее. And then a third department is to express what service needs to be done and ask for volunteers to do that seva. И следующая стадия будет попросить волонтеров на это служение, уже четко определиться, какое служение должно быть сделано, и попросить преданных, которые могли бы посвятить себя этому служению. And then one other department in the Istagosti is, if we've noticed something which needs correcting, for instance, whatever it may be, sometimes a newcomer comes, they're eating with their left hand, or I don't know, whatever it is. But especially if new people come, they shouldn't always be told, oh, don't do like this, we do like this, don't do like this, we do like this. Rather, at one time, we can address the things we've noticed. Just a reminder that everybody in the temple should be wearing sari, should be wearing dhoti, without pointing fingers to say, oh, you're doing this. So it becomes a general reminder rather than, singling people out.
следующая стадия будет обсудить какие-то моменты, которые нужно поправить или исправить, потому что зачастую с преданными могут находиться люди, которые только что присоединились к храму, стали жить в храме или вашими, или стали приходить часто. И поскольку эти люди новые, возможно, они не знают каких-то мелочей, каких-то правил, и нет смысла, как говорится, показывать на всех пальцем. Можно в этой части Иштагоштхи просто сказать, что сделать какие-то поправления, но обратиться ко всем преданным. Тогда те преданные, которые, может быть, это как-то не так сделали, они не будут себя чувствовать смущенными. And we can also think that to many devotees, to many new persons, especially coming in, it's like getting off a bus that's pulled into another planet. We have to know what's expected from us, what's my duty, what's the custom here, what's the family etiquette. И на самом деле совершенно естественная ситуация, когда новые люди присоединяются к храму, это подобно автобусу, который приземлился на другую планету практически. Поэтому это наша ответственность рассказать им, какие у нас правила, как себя правильно вести, что от них ожидается в храме. Yesterday evening here, the moon was very clear and bright. Clear sky, clear moon. And just forget about all the sciences and everything. The scriptures tell us that on the moon so many living entities, so many respectable living entities are there. So yesterday evening we're seeing the moon and we're discussing, when they're looking at planet Earth, what are they thinking? They're very envious, Maharaj. Махарадж говорит, что вчера была очень яркая луна, и мы смотрели на луну, и мы вспоминали в Писаниях, в которых говорится о том, что на каждой планете живут живые существа, и мы слышали, что луна Чандралока, на ней обитают очень возвышенные личности, это практически одна из райских планет. И мы тогда подумали, интересно, а что они думают о нас на Земле? So if we go to the moon in fact, then in a suitable body where we'll be able to associate, we'll have to know what's the etiquette on the moon. If the moon people come to the earth, they'll have to understand what's expected, what is the way to live on this earth. So similarly, we are coming to another planet when we come to the temple, compared with the outside world. So we need to know that etiquette. И сравнение таково, что, например, если мы будем отправиться на Луну, то мы должны, отправившись на Луну, научиться тому, как себя там вести, какие там правила и так далее. Таким же образом, обитатели Луны, когда они попадут на нашу планету, на Землю, им тоже придется узнать о каких-то мелочах и, как говорится, национальных особенностях землян. Таким же образом Махарадж проводит сравнение с людьми, которые только что попали в храм. And smoothly adjusting in these ways, then this will also help everybody to adjust when that special aeroplane comes and then drops us off in Goloka Vrindavan by the grace of Guru and Gauranga. И это хорошая практика, мы помогаем преданным сориентироваться, как говорится, на месте в храме, и это также поможет нам, когда за нами придет этот особый летательный корабль, который остановится на Галоке Вриндавана, и мы выйдем там. And you see, Guru Maharaj describes about how the newcomers are welcomed, given some duty under a senior, and in this way they learn the tricks of the trade. So everywhere we need to know the right and the wrong. So it's not a chastisement matter or anything, it's a loving adoption within the family. И Гуру Махарадж также говорит об этом. Когда приходят новые люди, их обычно отправляют под покровительство старших преданных. Они учатся, как жить в храме, учатся каким-то моментам. То есть это не так, что мы должны постоянно говорить, так, не делай это, не делай то. Нет, наши отношения с ним должны быть основаны на нежности и любви. So Gurudev, he approved. Guru Maharaj made, Gurudev continued. He wanted that we will continue the process of Ishtagosti, and he would take personal interest in what was discussed, what happened. He would ask practically every single time. И это процесс Иштагоштхи, этот стиль Иштагоштхи начал Шрила Гуру Махарадж, на самом деле его идея, он создал его,
И после него его продолжал Шрила Гурудев. И Шрила Гурудев очень активно, на самом деле, интересовался о чем говорили на Иштагошке, какие моменты обсуждали. Каждый раз после Иштагошки он спрашивал об этом. And thinking about Ishtagosti, right now is January, or for a few more hours, January. And in Navadip, also one of the things which we remember, now when we had things like the book fair which would take place, then at the Ishtagosti it's a time to help to put the pieces into place for making the book fair, doing the preparation, and then who will manage, all these things. And that would take place in Navadip. The Navadip book fair would take place in January, the coldest time. Я помню, когда в Навадвипе была книжная выставка, мы использовали как раз эту возможность на Иштагошке подготовиться к этому, обсудить, что нужно для этого, найти преданных, которые бы занялись этим служением. И традиционно эта выставка проводится в январе, это самое холодное время в Навадвипе. And Gurudev took interest in everything. And in the book fair, he was very happy. He would ask devotees every day about, what happened, who came, etc. И Гурудев, на самом деле, очень активно участвовал во всем этом. Он постоянно спрашивал, например, когда была эта книжная выставка, когда преданные возвращались в храм, он спрашивал, как там все прошло, что происходило и так далее. Hare Krishna. And he's still taking interest. He's seeing everything. И до сих пор Гурудеву очень интересно, что происходит у нас в храме. And so is Guru Maharaj, so is Saraswati Thakur, so is Bhaktivinoda Thakur, so is Mahaprabhu. А также, это относится и к Гуру Махараджу, Сарасвати Такуру, Бхактивинода Такуру и Махапрабху. Они все наблюдают за нами. Hare Krishna. Hare Krishna. Спроси что-то. Да, можно? Вот Нанда Приди хочет спросить что-то. Вот бытует мнение, что прославлять человека в его присутствии немного небезопасно для него же, что это может его возгордить немного. А как вот Гурудев к этому относился? Well, we know if we are to glorify someone in his presence, it may bring some unwanted results to him. He may feel very proud about it. So, how did Gurudev look at it? They might feel the opposite also. I was first thinking, they're going to feel very ashamed, but then they might feel proud about it. Yes. Okay. So sorry. The question was. So that's the question. So how Gurudev would harmonize it? What will be his angle of vision about it? And he quite often glorifies the devotees right in their face. But I think when Gurudev glorified the devotees, well, I like to think practically everybody was embarrassed rather than proud. На самом деле, сама природа, будучи преданным, преданные, они чувствуют себя очень смущенными, когда их прославляют. В особенности, если когда их прославлял сам Шрила Гурудев. Gurudev also chastised devotees in front of their face too. Гурудев не только прославлял преданных перед ним их присутствием, он также еще и отчитывал преданных в присутствии всех. Actually, Goswami Maharaj's story is very beautiful and illustrates that point very nicely, Maharaj. Do you remember it? What is? Tell me. In many stories, Goswami Maharaj, you know that. Well, Goswami Maharaj, he was there in Gurudev's presence, and there was quite a gathering of devotees. And Srila Gurudev suddenly started glorifying Srila Goswami Maharaj. His achievements, his efforts, spreading Krishna, Guru, especially Guru Maharaj's ideals around the world, printing books, and also his qualification as the carrier of what Srila Guru Maharaj came to give, the Siddhanta of Sri Rupanuga Sampradaya. And then he was glorifying Maharaj very extensively, right in the front of everyone, until Goswami Maharaj couldn't stand it. He said, Gurudev, please, stop, please, just don't do it. And Gurudev felt very disappointed, like genuinely disappointed with that remark of Goswami Maharaj. And he commented, he said, Maharaj, I am practicing my religion. Wholeheartedly, he said that. Prabhu, I was there. I mean, it may have happened more than once, but I've been there. Probably. And how Gurudev said that also,
like was absolutely from his heart. You know, you're trying to stop me practicing my religion. Oh no. На самом деле эта история, как бы оказалось, что Махарадж, он также присутствовал в этот момент. Шрила Госвами Махарадж, это было собрание преданных, там присутствовало очень много вайшнавов. И прямо при всех вайшнавах Шрила Гурудев начал прославлять Госвами Махараджа. И он прославлял его настолько как бы масштабно, что Госвами Махарадж не вытерпел и попросил Гурудева остановиться и не делать этого. На что Гурудев обиженно, практически обиженно, на самом деле Мадхусудан Махарадж подчеркивает, с определенной как бы обидой, с определенным очарованием в своем голосе обратился к Госвами Махараджу и сказал: Махарадж, не пытайся остановить меня, я практикую мою религию. То, что я сейчас говорю, это исходит из моего сердца. И тогда Госвами Махарадж смиренно как бы принял эти прославления, и ему пришлось их переваривать. And there is an extraordinary matter in regard to Gurudev and Guru Maharaj. That Guru Maharaj so much glorifying and chanting glorifying means, I suppose, chanting the glories of Govinda Maharaj. And we know, like, forcibly putting him as his successor, carrying the current of Rupa Goswami. So first of all, you can say this. Wasn't during his Vyasa Puja, Guru Maharaj's Vyasa Puja, he was glorifying Govinda Maharaj. Ah, yes, but I'm coming to a different point. И так или иначе, на самом деле мы тоже наблюдали, что как Шрила Гуру Махарадж прославлял качество своего ученика Шрила Говинда Махараджа, и как он практически насильно заставил его сесть на кресло ачарьи. But the point I'm coming to is that Gurudev, when the devotees are giving jai, presently, when they're giving jai to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, jai to Guru Maharaj, and Govinda Maharaj is there, for instance, the end of a talk or something, whatever it may be, or they're just about to leave from his veranda and somebody's chanting jai, maybe Mahananda also, I don't know. But then, when we are chanting jai, Srila Bhaktisundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Gurudev is saying, I am also chanting jai for that. Because it's not me, it is what Guru Maharaj wants me to be. That I'm giving jai to that. So this is an extraordinary view too. И на самом деле на веранде мы зачастую как бы заканчивали собрание преданных ки-джай. И когда доходил момент до того, чтобы сказать джай Ом Вишнупад Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж ки-джай, Гурудев он всегда тоже говорил джай. И потом он сделал комментарий. Я тоже говорю Говинда Махарадж джай. Почему? Потому что на самом деле я являюсь тем, каким видел меня Шрила Гуру Махарадж. То есть я являюсь творением Шрила Гуру Махараджа. Поэтому я тоже говорю Говинда Махарадж ки джай. Paramanandai has somebody with him, and I have somebody with me too now too. Matteo. Matteo. It means Matthew, but Matteo. And he's a son of a devotee, so a good start in his life. I don't know how the rest of his life is going, but he got a good start. Со мной сейчас наш гость, его зовут Матео, он на самом деле сын преданного. И это очень хорошее начать, очень хорошо начать свою жизнь в обществе преданных, родиться в семье преданных. So can I just introduce each of you? I know it's interrupting slightly, but this is Sri Bhakti Sevan Rishikesh Maharaj, and he's here with the devotees in Abkhazia, which is just south of Sochi on the Black Sea. And here's Paramananda Prabhu. He's actually in Japan right now, and he's doing our translation. Oh, thank you. Hi to everybody. Hare Krishna. Say Hare Krishna. Hare Krishna. Louder. Hare Krishna. Okay. Oh, some Italian accent. I love it. So, yeah, okay, we've just been... Yes, okay, so all is good. So this was the point I was going to make. So that when really the current is coming from up to down, then the devotees are seeing whatever qualification we have that is given by our Gurudev. It's not my property. And hence Gurudev giving that jai.
И поскольку милость, она нисходящая на нас, поэтому все качества, все хорошие качества, которые у нас есть, все наши способности, они дарованы нам Шрилой Гурудевом. Поэтому, когда нас прославляют естественным образом, мы должны передавать это Гурудеву. Потому что мы, на самом деле, в действительности являемся созданиями нашего духовного учителя. Hare Krishna. And we have to learn to accept both praise and criticism. We have to accept them both evenly. It is a test also to the devotee who's being praised or the devotee who's being criticized. Это определенное испытание. Мы должны научиться одинаково принимать прославление, а также критику. And Krishna arranges everything for everyone. We are on a journey, and he knows how best to make our journey successful. Кришна, он заботится, чтобы наш путь преданного служения был успешным. And we know we can think, oh, I digest praise very nicely, I'm not affected by it. And then we can be a little maybe proud like this, oh no, it doesn't affect me. But then when some insult comes, then suddenly we think, oh, this is very bad, this is not deserved. So how is that possible? Then we have to alert ourselves immediately and say, yes, have we really come to that equal position? And most of us can say, no. И на самом деле, когда нас прославляют, нам как бы очень хорошо, как говорится, бальзам на сердце. Но как только в нашу сторону направляется какая-то критика, немедленно мы начинаем, почему это так, почему нас критикуют. И для себя в этот момент мы сможем отметить, что научились ли мы принимать критику и прославление на, как говорится, одном уровне. И большинство из нас даст ответ на этот вопрос, скорее всего, нет. And I can say I have seen examples of Govinda Maharaj, Srila Govinda Maharaj, chastising devotees, senior devotees, like publicly. And I am impressed until today to see how they digested, not only digested, without like any blushing or any like mannerisms of discomfort, accepting, oh, this is mercy. И в действительности я был свидетелем, как Шрила Говинда Махарадж отчитывал довольно старших преданных. И для меня всегда это было удивительно видеть, потому что у них даже, как говорится, лицо не покраснело. То есть они просто принимали эту критику и это отчитывание Шрила Говинда Махараджа как милость. But we do want to try to please our gurus and not disappoint them with our bad behavior, faulty seva, inattentiveness, unchastity. We want to not invite criticism. We want to try to please our masters. И, естественно, мы должны стараться как можно больше удовлетворить нашего духовного учителя, а не стать причиной его критики. И в этом заключается наша цель. So, Maharaj, I'm going to ask Paramananda Prabhu to flow in Russian for a few minutes, because at least my time is going to be up very soon. And so we like you to get the most opportunity for nourishment in these few minutes we have. So, Paramananda Prabhu, please give some good advice, share something sweetly with the assembled devotees. Махарадж меня попросил сказать несколько слов. Я не знаю, о чем сказать, но поскольку вчерашний день, на самом деле, день, подобный вчерашнему, должен быть каждым днем нашей жизни, потому что этот день был посвящен памятованию, а также прославлению Вайшнава. И, как мы недавно говорили с другими преданными, из-за определенной фамильярности друг к другу у нас есть определенный пренебрежение по отношению друг к другу. В действительности нас окружают удивительные личности, удивительные вайшнавы. Если мы научимся видеть друг друга, замечать хорошие качества друг друга, а также вдохновлять, когда мы замечаем эти качества, то, соответственно, мы отмечаем их. И преданные очень сильно вдохновляются этим. Таким образом создается очень нежная, очень любовная атмосфера, семейная атмосфера. И именно так
так мы ощущали себя в обществе Гурудева, я думаю, Ришикеш Махарадж прекрасно помнит это. Даже, может быть, не зная, как говорится, английского языка, просто находясь в обществе Гурудева, ты окунался в этот океан любви и нежности. В этом никаких сомнений не было. И почему? Потому что Говинда Махарадж, он был как раз-таки источником, он был этой личностью. И поскольку, возвращаясь опять-таки ко вчерашнему дню, чем отличается, как наш дорогой Вайшнав Махарадж, например? Прежде всего, он отличается своей верностью и целомудрием по отношению к духовному учителю. То есть Гурудев был для него все. Он вообще ничего больше не видел. И это качество, Гурудев ценил это качество больше всех качеств. Он постоянно говорил об этом. Все, что мне нужно от ученика, для того, чтобы мой ученик, мой последователь, мой друг был успешным в своей духовной жизни, это верность ко мне. Все остальное, оно придет совершенно естественным, природным образом. Просто будь верен, будь целомудрен по отношению ко мне. Все остальное проявится. В этом никаких сомнений нету. Поэтому не стоит забывать, как Махарадж говорил, у нас есть тенденция прославлять вайшнавов, когда они уходят. Нам бы, на самом деле, хорошо бы научиться прославлять вайшнавов, когда они еще присутствуют, притом делать это от всего сердца. Для этого, естественно, в какой-то мере нам нужно избавиться от мацара. Как мы слышим, Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам — это писание, которое описывает славу Господа и Его преданных. В большей степени славу преданных в первую очередь и славу Господа. И в начале Шримад Бхагаватам говорится, что это писание могут воспринять только те души, которые свободны от зависти. Тарма проджита кайтавоча парамо нирман сарадам сатам. Это второй стих Шримад Бхагаватам, как начинается Шримад Бхагаватам. Поэтому, избавившись от зависти, мы увидим все в другом свете. Мы увидим вайшнавов как представителей нашего духовного учителя, которые пришли для того, чтобы помочь нам в наших попытках служить ему. И тогда будет совершенная гармония, не будет вообще никаких проблем. Все будут счастливо служить и двигаться к одной цели, идти по одному пути. Поэтому вот этот день для меня был день, когда я очень много думал об этом. День памятования Вайшнава Махараджема, в принципе, памятования любых вайшнавов, но в частности Вайшнава Махарадж, поскольку он был очень дорогим другом, с которым я провел довольно долгое время, и по милости которого, на самом деле, я был в какой-то мере принят Шрилой Гурудевом. Опять-таки, для того, чтобы найти место в сердце духовного учителя, в сердце великого вайшнава, мы должны быть представлены этому вайшнаву другим вайшнавам, который уже нашел место в сердце этого вайшнава. Таким образом, мы автоматически приняты. Так же, как Гуру, он ведь приводит нас в Галоку Вриндаван, он представляет нас Шримати Радхарани. И она принимает нас, поскольку ее дорогой слуга говорит, что этот человек квалифицирован, пожалуйста, прими, чтобы он смог научиться служить божественной чете. Джай Шрила Бхактисаран Вайшнав Махарадж ки джай. Вайшнав ки джай. В целом. Джай. Махарадж. Yes, for the non-envious, at least something we picked up from your talk. Non-envious. Bhagavatam is for the non-envious. Actually, our Krishna consciousness is for the non-envious, for the opposite. Instead of being envious, being appreciative and appreciating every Vaishnava. That was actually the point I was trying to make. We have to lose the envy in order to see and appreciate the Vaishnavas around us. And like you pointed out, to learn how to appreciate their qualities while they're still present. But we have to wait for them to leave. Махарадж отметил, что он слушал мою беседу, и он отметил для себя эту шлоку из Шримад Бхагавата. Он на самом деле догадался, через одну шлоку он догадался, о чем мы говорим. О том, что в действительности сознание Кришны — это для тех, кто оставил зависть, которые свободны от зависти. И именно в таком настроении мы можем по достоинству оценить вайшнавов, которые окружают нас. Hare Krishna. So Maharaj, as you know, my time is up. Sadly, but we've got Janatan Prabhu there. We're very happy. Give some respect. Dandavad Maharaj, Dandavad Paramananda. Sitting by the golden door. Махарадж очень счастлив перед Джанатана Прабху, он хотел бы предложить ему свои поклоны. Да это я, скажите, я нижайший кланяюсь и
Это посыпаю это на свой это. Most humble Dandavat Pranam. Please accept. Да, со стола. Hare Krishna. Hare Please Krishna. accept our heart well wishes to each of you and to all of the devotees who are not there today also, to each of you. My heart well wishes, and for sure Paramananda Prabhu is with you too. Yes. This is our journey to you each week. By flight, by car, by train, by bus, we've come a long way to come, and we're very happy to be with you. Я хотел бы поделиться и пожелать от всего сердца мои наилучшие пожелания всем преданным, которые сейчас присутствуют в Абхазии, а также тем преданным, которые не смогли в этот раз прийти. И это большая привилегия, большое счастье для нас каждый раз в неделю отправляться в Абхазию. Haribol. So Maharaj, please, you can finish with a bhajan or Vajrabhakata Vatsala. I'm not sure what you do at this time, but please, I need to take your permission. So if we can say Jai Saparika Shishi Guru Gauranga Gandhava Giridhari Juki Jai. And Jai Shrimati Tulsi Devi Ki Jai. Jai Shila Guru Dev Shila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Shila Guru Maharaj, Shila Bhakti Rokho Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. And Jai Shri Abhazya Mandir Ki Jai. Abhazya Vrinda Ki Jai. Ruski Bhakti Vrinda Ki Jai. Harinama Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Jai Shila Bhakti Sevan Rishikesh Maharaj Ki Jai. Bhakti Rajan Madhussudan Maharaj Ki Jai. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So Maharaj, please you chant some bhajan. I'll be able to listen for a short while, and then I'll bow out and looking forward to being with you again very soon. Махарадж, я хотел бы попрощаться сейчас. Я какое-то время еще послушаю ваше воспевание, и потом должен будет отправиться в другое место, и до скорой встречи. Джай Шрила Махараджем Мадхусудан Махарадж Ки Джай. Джай Шрипад Параманандой Ки Джай. Джай всем вайшнавам Ки Джай. Джай Бхакти Севан Ришикеш Махарадж Ки Джай. Казя Бхакти Вринда Ки Джай. So Maharaj, some Harinam, some Kirtan. Махарадж, поете Киртан. На ваш выбор. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха. Ядавая Мадавая Кешавая Намаха. Гопал Говиндарам Шри Мадхусуданам. Гопал Говиндарам Шри Мадхусуданам. Гиридхари Гопинат Маданамаха. Гиридхари Гопинат Маданамаха. Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Чандра. Шри Адвайта Чандра. Радхара Шривасади Гора Бхактавринда. Радхара Шривасади Гора Бхактавринда. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jaya Gosai Kori Charana Vandana. Jaya Gosai Kori Charana Vandana. Raha Krishna Vignana Sabhita Purana. Jai Gosai Chandra Muni Chandra Dasa. Jai Gosai Chandra Muni Chandra Dasa. Santa Bharata Dharena Mora Panchadasa. Santa Bharata Dharena Mora Panchadasa. Sandhara Charana Sebe Bhakta Sanibhasa. Sandhara Charana Sebe Bhakta Sanibhasa. Jai
Гур Пряманандой, Харибол. Харибол. Дандават. Дандават, Парамананда Прабху, спасибо большое за общение. Вот. Спасибо за возможность послужить. Харе Кришна. И за общение. Харе Кришна. Джай Гурудев. Теперь у вас теперь новый формат Иштагорский. Харе Кришна. На самом деле мы попробовали, поначалу мы как бы тоже немножко наскоком проводили Иштагорский в Таиланде. И, естественно, это переходило в определенный конфликт, прям сразу можно сказать. И потом мы вспомнили как раз-таки об этом стиле, изначальном стиле Гуру Махараджа, Гуру Дева, и мы как бы провели экспериментальные Иштагорские, когда мы просто прославили преданных. Это был самый великолепный Иштагорский в истории. Все были просто счастливы. И все быстренько согласились вообще на все. Все, что нужно было сделать, все сразу же согласились на это. Поэтому я думаю, что пройдет успешно. Джай. Дандаваты всем, Дандават, Парамананда Прабху. Дандаваты. Мы на следующей неделе, наверное, буду в Краснодаре. Может быть, тогда из Краснодара сделаем там. А здесь, Супер, может быть, прекрасно. ребята подсоединятся тоже здесь. Так, сделаем такой. Я надеюсь оказаться уже в карантине в Таиланде на следующей неделе. Завтра будет понятно, я вылетаю или нет. Если все нормально, вылетаю в воскресенье. Харе Кришна. Дандавата, Парамананда Прабху. Дандават.
Jai Saprikara Shishi Guru Guranga Ganharva Giridhari Ki Jai Jai Shri Giriraj Govardhan Ki Jai Jai Vishnupad Paramahamsa Parivraja Charya Varya Shtotrashta Shishmat Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Jai Vishnupad Paramahamsa Parivraja Charya Varya Shtotrashta Shishmat Bhakti Rakshakshtar Dev Goswami Maharaj Ki Jai Bhagavan Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Jai Vishnupad Shila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai Jai Vishnupad Shila Sachitananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Jai Vishnupad Shila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai Shri Rupanul Guru Varga Ki Jai Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Baladev Vidya Pushna Ki Jai Shri Vishwanath Chakravati Thakur Ki Jai Shri Narottam Shimananda Srinivasa Charya Prabhu Ki Jai Shri Vrindavan Das Thakur Ki Jai Shri Krishnadas Kaviraji Ki Jai Сад Госвами Вриндавана Ки Джай, Сапаршада Шри Нитянанда Прабху Ки Джай, Сапаршада Шриман Махапрабху Ки Джай, Джай Шри Шри Рада Кришна Гопи Гопинат Шьяма Кунда Рада Кунда Гири Гавардхана Ки Джай, Шутха Бхакти Вигнавинаша Шинрисимха Дев Ки Джай, Бхакта Прабара Прахлада Махарадж Ки Джай, Туласи Махарани Ки Джай, Ганга Ямунджи Ки Джай, Грантарат Шримад Бхагаватам Читани Чаритамрита Ки Джай, Виш Вайшнава Раджа Сабха Ки Джай, Шри Читани Сарасват Мат Ки Джай, Шидам Майпур Ки Джай, Шидам Навадвип Ки Джай, Бриндавам Пурушотам Дхам Ки Джай, Баладева Субхадра Джиганатхаджи Ки Джай, Самаветта Вайшнава Мандала Ки Джай, Самаветта Бхакта Вринда Ки Джай, Харинам Санкиртана Ки Джай, Джаун Вишнупад Шила Бхакти Бимала Вадут Махарадж Ки Джай, Джаун Вишнупад Шила Бхакти Судхир Госвами Махарадж Ки Джай, Джаун Вишнупад Шила Бхакти Нирмала Чаря Махарадж Ки Джай, Джаун Вишнупад Шила Бхакти Раджнан Мадхусудан Махарадж Ки Джай, Шри Читания Сарасват Мадхачарья Вринда Ки Джай, Джай Шипат Виджай Раман Прабху Ки Джай, Джай Шива Бхакти Амрит Махавир Махарадж Ки Джай, Джай Шипат Бхакти Ашрай Данди Махарадж Ки Джай, Шмати Бхакти Лалита Деви Ки Джай, Джай Вишнупад Вишваринем Шива Че Бхакти Дан с вами Прабхупад Ки Джай. Вся слава всем преданным Ки Джай, Шива Бхакти Валбха Тиртха Махарадж Ки Джай, Джай вся слава всем преданным Ки Джай. Нитай Гаур, Прямананда, Харибу. Я. Хари Кришна, дорогие преданные, это наша дневная программа с участием Мадхусудана Махараджа Парамананды Прабху закончена. Так что встретимся, правда не знаем когда, но здесь будет проводить программа, просто мы сейчас уезжаем в Сочи, небольшой тур, там откуда тоже, наверное, будем какие-то трансляции сделать. Ну и из храма тоже будет трансляция на аккаунте Гауранга Ганхарва Гиридхариджи Ки Джай. Все, всем дандаваты, всем удачного духовного пути, дандават.